Всегда, когда смотрю, как по городу ездят люди на байках, удивляюсь, как они не боятся так рисковать. Наверное, им действительно не хватает адреналина. Я понимаю, что это отдельный вид удовольствия, но все знают, насколько это опасно. И лично знаю истории, которые, к сожалению, не закончились хэппи-эндом. Понедельник, 15 июня 2026 года, и всех приветствую из Одессы. Кто узнает? 7-я станция Большого фонтана. Я здесь жила до войны, поэтому это родные для меня места. Возможно, вы тоже за ними соскучились. Я здесь 100 лет не была, наверное, крайний раз еще год назад. Но, в принципе, здесь ничего не изменилось. Автомобилей в Одессе много, и иногда даже образуются пробки на светофорах. Во-первых, много жителей Одессы, много гостей города сейчас появляется, потому что все хотят с Удодой попасть на море. Слава богу, хоть сейчас уже видны повітряной тревоги, и можно немного расслабиться. Всем привет из Одессы. Буквально 15 минут назад над теми улицами, где я нахожусь, конечно же, пролетал шахед. Потом он улетел куда-то в море, его сбили, и, к счастью, он не принес никакой беды. Как вы понимаете, нет нам покоя ни днем, ни ночью. Но тема сегодняшнего видео не об этом, хотя тоже достаточно грустная. Вы знаете, я человек, который прожил всю жизнь на берегу Черного моря. Ну и за исключением жизни в Польше. И, конечно же, я люблю все, что с ним связано. Я думаю, люди, которые тоже жили, например, в Одессе, уехали в города, в которых нету моря, им тоже не хватает по утрам вот этого крика наших птиц или такого аромата морского в воздухе, особенно по утрам, когда еще не ездят машины. И, конечно же, все, что связано с морем, я очень люблю и очень ценю. От крабика, начиная с крабика и заканчивая, конечно же, символом, одним из символов нашего Черного моря, одним из символов Одессы, это, конечно же, нашими прекрасными созданиями, это дельфинами. Я их просто обожаю. И когда я сейчас читаю новости, я вчера вечером аж расплакалась, потому что, начиная с весны, особенно в море, действительно нашим происходит трагедия. Эти дельфины просто массово гибнут, их находят все время контуженными на побережье, начиная с Одессы, заканчивая Одесской областью. Я смотрю эти видео, ну, просто сердце разрывается. И я читала, что сейчас в Черном море экоцид дельфина, и вот в начале июня на отрезке пляжа 25 километров нашли 22 дельфина. Потом позже на отрезке 13 километров нашли еще 15 дельфинов. И систематически на одесские пляжи прибивают этих дельфинов. Либо, как я уже сказала, контуженными, они даже не понимают, что происходит. Люди их стараются даже куда-то затянуть на глубину. Но я не знаю, чем заканчиваются эти истории. А вчера на пляж, на котором мы однократно с вами гуляли, который называется Лакамба, люди отдыхали, загорали, и прям к берегу прибила дельфина. И все. Я вчера так расстроилась, просто очень больно на это смотреть. И мнение экспертов, конечно же, что они гибнут из-за войны, из-за взрывов, из-за вот этих ракет, которые летят, или из-за шахедов, которые они взрываются, из-за токсических веществ, которые попадают в наше море. Экосистема моря не выдерживает, и видите, какой ущерб наносит ей война. И страдаем не только мы из-за нее, страдает наша природа, страдают животные, страдают птицы. На самом деле кошмар, что происходит, и многие об этом даже не задумываются, но на самом деле это действительно серьезная проблема. И я где-то месяц назад показывала дельфина в дельфинарии, я вставлю сюда эту картинку, который просто улыбался, и мне люди написали: вот он хочет на волю. Вы знаете, я не любитель зоопарков, я не любитель птиц в клетке, потому что я считаю, что если они рождены жить свободными, они должны жить действительно в живой природе. Но есть разные ситуации. Есть ситуации, когда животные не приспособлены или не могут в целях, именно из-за своих каких-то
физических ограничений жить в дикой природе, их спасают и помещают либо в зоопарке, либо в дельфинарии и так далее. И вы знаете, я посмотрела еще раз на этого дельфина, который в дельфинарии, и еще неизвестно, кому не повезло, потому что его там кормят, он живет, его там любят, а те дельфины, которые живут в море, вы сами видите, что с ними происходит. И очень-очень грустно, что люди, которые наносят этому всему вред, не любят нашу землю, не любят нашу природу и не понимают, что они делают. Многие думают, что дельфины это, знаете, так называемая просто рыба. Но на самом деле это не так. Дельфины это уникальные, высокоразвитые млекопитающие с потрясающим умом и с интересным, как для животного, социальным поведением. У них очень много интересных фактов есть. И, кстати, дельфины, у них нет жабр, и у них легкие, они дышат легкими. И это одни из немногих животных, можно сказать, которые узнают себя даже в зеркале. И хочу вам сказать, в Одессе я как-то реже на них попадаю, а раньше в области, когда было мирно, и когда приходил утром на пляж, на рассвете, встает солнце, и практически каждый день ты видел этих дельфинов. И люди, которые приходили на рассветы, даже с детьми, или даже не обязательно на рассветы, просто днем, если где-то выпрыгивал дельфин, то всегда на пляже были такие крики, что закрытыми глазами понимал, что люди, дети увидели дельфина, потому что если для нас это привычно, то для людей, которые приезжают из других регионов, где их нету, понятное дело, это просто целое событие, и это действительно моменты счастья их увидеть. Ой, к сожалению, сейчас все реже и реже можно увидеть прыгающих дельфинов. В последнее время они начали приплывать просто к побережью одесских пляжей. Где-то зимой их начали, люди попадали, выставляли видео, а летом, к сожалению, ближе к лету случилась такая трагедия. В Одессе пару дней уже как немного похолодало, вечером вообще, можно сказать, холодно. Обещают еще пару дней такую переменную облачность, а дальше сказали, что в Украину идет спека, идет очень сильная жара, больше 35 градусов. Но мы уже знаем, что у нас холодно, а потом как вжарит погода, что невозможно выйти на улицу. Ну и, конечно, думаю, в следующие выходные уже в Одессу приедет достаточно много людей. Сейчас с вами проедемся на красивеньком одесском трамвайчике. В час пик бывает, конечно, в одесских трамваях не протолкнуться. Стоимость проезда сейчас составляет 15 гривен, но для людей с пенсионным и еще для определенных категорий населения проезд абсолютно бесплатный. Иду просто на улице, такой красивый куст розы, не могу вам его не показать. Потрясающе. Идешь, и такая маленькая деталь, маленькое украшение добавляет красок в видео и красок в нашу жизнь. Так, а сейчас у меня вопрос к мужчинам. Возможно, женщины есть, которые в этом разбираются. Смотрите, у меня есть два кабеля от микрофонов. Один из них не работает как раз с тем телефоном, который мне нужен. И если купить просто кабель другой фирмы, то микрофоны с ним тоже работать не хотят. Хотят только конкретно с этим кабелем. Я не знаю, почему он не работает. Он не работал изначально. Купить я такой не могу, потому что его нигде нету. И возможно, кто-то знает, как его проверить, возможно ли его починить. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, и если что, я буду искать человека, который это может сделать. Спасибо вам большое заранее. Почему я решила сегодня снять об этом видео? Вы знаете, мы, люди, разучились ценить наш мир, а он так прекрасен и удивителен. И
И мне кажется, что каждый человек может сделать этот мир и свою жизнь намного лучше, начиная с малого. Сейчас на одесских пляжах будет много людей, и одесситов, и гостей города, которые приезжают из других стран и других городов. И мне хочется каждому напомнить: пожалуйста, убирайте за собой, потому что наше море и так натерпелось за эти все годы войны. Иногда приходишь на пляж, и вроде бы как люди самые умные существа на планете, но когда видишь вот этот весь бардак и мусор, который люди оставляют, то становится действительно грустно. Почему-то некоторые думают, что если они зароют мусор в песочек, то он куда-то исчезнет. Нет, он не исчезнет, а попадет в море. Давайте за собой убирать в парках, на пляжах, потому что нужно же сохранять статус самых умных существ на планете. И давайте будем делать этот мир лучше, потому что он так прекрасен. Мы просто из-за нашей такой насыщенной жизни разучились наблюдать за тем, в каком замечательном мире мы живем. Так что давайте делать его лучше и, конечно же, будем добрее друг к другу.